приюте царила напряженная атмосфера, поскольку Бобо, обычно невозмутимая горилла, стоял на страже, не давая никому приблизиться. То, что когда-то было обычным делом, теперь стало загадкой. Его большие руки сжимали что-то, чего никто не мог понять, но его поведение было очевидным. Что бы он ни скрывал, он не был готов поделиться. Это был не тот Бобо, которого знали воспитатели, и Алиса, которую связывали с человекообразной обезьяной глубокие узы, почувствовала беспокойство. Что-то назревало в мире Бобо, что-то, что могло все изменить. Он родился под открытым небом, и его детские годы были обычными, пока ужасный инцидент не изменил все. Его спокойная жизнь была нарушена, когда браконьеры захватили его мать, оставив его одного, беззащитного, неспособного защитить себя. Добросердечный персонал нашел его и устроил в заботливую компанию к другим маленьким гориллам, страдающим от таких же недугов. Постепенно Бобо превратился в надежного лидера и возглавил свою группу. Его физическое развитие было впечатляющим, что сделало его грозным символом и препятствием для потенциальных браконьеров. В южноафриканском приюте команда, которая обожала Бобо и всех животных, находящихся на их попечении, предоставила убежище более чем 300 приматам, спасая их от угроз браконьерства или помогая им оправиться от ран. Среди этих преданных опекунов была Алиса, которая сыграла решающую роль в воспитании Бобо и помогла ему превратиться в мудрую гориллу. Элисса глубоко понимала Бобо. Проводя бесчисленные часы за его поведением, она могла распознавать его чувства, быстро понимая, когда он счастлив или взволнован. Это понимание позволило ей установить с ним прочную связь. Связь между Бобо и Элиссой была тесной, как между матерью и ее ребенком. Несмотря на то, что Бобо возвышался над работницей Слайдхейвена, их взаимное восхищение оставалось неизменным. Бобо, весивший 300 фунтов и обладавший впечатляющим телосложением, мог показаться безжалостным существом. Тем не менее, он проявлял удивительную нежность, особенно по отношению к другим гориллам и некоторым сотрудникам Хейвен, неизменно вызывая удивление своим мягким поведением. Однако, если бы какой-нибудь самец гориллы осмелился бросить вызов его лидерству, Бобо заявил бы о своем превосходстве. Например, два молодых самца по имени Кибо и Маккейн однажды попытались повлиять на руководство Бобо, что привело к столкновению, в результате которого Алисе и смотрителям пришлось вмешаться и разнять 3 животных. Встреча не предвещала ничего хорошего для молодых претендентов, поскольку Бобо вновь утвердился в качестве альфы, сохранив за собой должность главы собрания. Однако Алиса начала замечать странные изменения в его поведении. Бобо, который обычно занимался в своем вольере и использовал приспособления для ментальной стимуляции, начал замыкаться в себе, подолгу проводя в высокой растительности, дистанцируясь от своего окружения. Эта трансформация была заметна не только Алисе, но и другим обезьянам и членам команды, знакомым с привычным социальным подходом Бобо. Во время коллективных занятий он казался рассеянным и безразличным, часто казался физически и умственно отсутствующим, что отличало его от обычного поведения. Эта резкая перемена обеспокоила Алису, которая решила разобраться в этом изменении поведения. Алиса начала более внимательно наблюдать за Бобо. Сначала она предположила, что он, возможно, использует высокую растительность как убежище для уединения. Тем не менее, она быстро пришла к выводу, что Бобо, вероятно, что-то скрывает в этом уединенном месте. Учитывая, что гориллы невероятно умны и могут проявлять глубокие эмоции, Алиса понимала, что если Бобо захочет сохранить что-то в тайне, будет непросто убедить его в обратном. Возможность вторжения на его территорию с целью расследования представляла собой серьезную опасность. Алиса разработала план, как незаметно осмотреть это место. Во время еды она заманила Бобо в его клетку с ужином
и позаботилась о том, чтобы дверь за ним была заперта. Пока Бобо был поглощен своей трапезой, Алиса воспользовалась моментом, чтобы внимательно рассмотреть участок высокой растительности, который он часто посещал. К своему большому облегчению она обнаружила только примятую траву, свидетельствующую о том, что Бобо был там. Однако не было никаких признаков каких-либо посторонних элементов, которые могли бы быть потенциально опасными. Алиса и не подозревала, что Бобо ничего не прятал в растительности. Вместо этого он все это время хранил тайну. Это озарение побудило Алису раскрыть то, что так хорошо охранялось. Попытка найти спрятанный предмет была сопряжена с определенными трудностями. Всякий раз, когда Алиса или кто-либо другой пытался рассмотреть его поближе, Бобо становился заметно расстроенным. Бобо быстро удалился в укромный уголок своего вольера, всегда помня о необходимости сохранять физическую дистанцию от тех, кто был заинтригован секретом, который, казалось, скрывали его большие руки. Понятно, что никто не хотел беспокоить Бобо. Его перепады настроения были хорошо известны, особенно когда он чувствовал, что кто-то вторгается в его личное пространство. Репутация Бобо, которую он приобрел благодаря своему суровому поведению, отбивала у большинства охоту совать нос в его дела. Это осторожное поведение распространялось и на людей. Даже его собратья-обезьяны проявляли осторожность по отношению к Бобо, хотя им было не менее любопытно, что он скрывает. Тем не менее, несмотря на их интриги, устрашающая личность Бобо держала всех на расстоянии. Его скрытность была вечной, и любой, кто осмелился бы приблизиться к нему, столкнулся бы с открытой погоней. Казалось, что его тайна так и останется скрытой от всего мира. Однако среди тех, кто держался на расстоянии, у Элиссы были особые, несколько более близкие отношения с Бобо. Постоянные испытания позволили ей стать ближе, чем кому-либо удавалось раньше. То, что она обнаружила, было за пределами ее самого смелого воображения. Вопреки ее ожиданиям, это не было спрятанным сокровищем или какой-нибудь вкусной закуской, которую Бобо так рьяно охранял. В руках Бобо Алиса обнаружила маленькое существо, которое сначала показалось ей грызуном. При дальнейшем наблюдении в бинокль выяснилось, что это галаго, редкий вид приматов, нечасто встречающийся в заповеднике. Казалось, он забрел из соседнего леса на территорию Бобо. Что было примечательно, так это то, что Бобо не только нашел галаго, но и, казалось, взял его под свое крыло, относясь к нему с такой любовью, с какой человек мог бы позволить себе завести домашнее животное. Часто можно было видеть, как он нежно подталкивает галаго локтем, гладит его и шутливо подшучивает над ним. Несмотря на разницу в размерах, галаго, казалось, чувствовал себя вполне комфортно в присутствии добросердечной гориллы. Время от времени галаго забирался в высокую траву, развлекаясь неподалеку, но всегда отступал к Бобо, наслаждаясь общением со своим новообретенным опекуном. Наблюдение за галаго, известным ночным охотником активным днем, было интригующим. Алиса задалась вопросом, не стало ли это изменение образа жизни результатом его отношений с Бобо. Больше всего всех удивило то, что Бобо делился едой с галаго и даже собственноручно кормил маленького примата. Это открытие необычной, но трогательной связи между гориллой и крошечным приматом повергло Алиссу и остальных сотрудников заповедника в благоговейный трепет перед чудесами природы. Остальные гориллы, хотя и были удивлены, но Бобо твердо держал их на расстоянии, следя за тем, чтобы они соблюдали осторожность. Несмотря на свое грозное поведение, Бобо проявлял невероятную способность к глубокой привязанности и заботе, примером чего может служить его тесная связь с галаго. Заботу и внимание, которые когда-то были сосредоточены исключительно на Бобо, теперь разделял его необыкновенный компаньон. Это неожиданное родство между гориллой и галаго одновременно трогательно и мотивирует. Теперь давайте перейдем к другой интересной истории. Когда новость о беременности любимой гориллы Нигги вызвала бурю восторга в Бургер-Зуу, и персонал, и гости были вне себя от радости. Все были в восторге от появления на свет новой жизни. Среди этого всеобщего веселья Саймон,
опытный смотритель зоопарка, стремящийся к установлению теплых отношений с животными, почувствовал непреодолимое влечение к чему-то. Его интуитивным желанием было установить более тесную связь с гориллами, которыми он восхищался за их величие и интеллект. Чтобы удовлетворить эту страсть, Саймон отправился в путешествие, чтобы получить должность, которая позволила бы ему тесно взаимодействовать с этими великолепными животными. Его поиски привели его в уважаемый зоопарк Нидерландов, известный своими похвальными усилиями по сохранению горилл. По прибытии Саймона познакомили с группой горилл, которые сразу же завоевали его расположение, особенно с одной из них по имени Нига. Его сразу привлек ее особый характер, и он посвятил бесчисленные часы изучению ее поведения и взаимодействий. Другая горилла, Анджела, 20-летняя девушка, которая всю свою жизнь провела в заточении, также заинтриговала его. Известная своим интеллектом и эмпатией, Анджела продемонстрировала положительное влияние, которое она испытывала на протяжении всей своей жизни. В то время как работа Саймона была связана со всей группой горилл, он проводил с Нигой все свободное время, развивая необыкновенную дружбу, которая не ускользнула от внимания его сверстников. Нига была особенно дружелюбной, поэтому было легко понять, почему Саймон был очарован ею. При любой возможности Саймон также проводил время с молодыми гориллами рядом с Нигой, распознавая ее материнские инстинкты и получая бесценные знания о том, как эффективно ухаживать за ними. Время от времени он приглашал Нигу присоединиться к их занятиям, создавая общую атмосферу веселья. Он восхищался тем, как Нига общалась с молодежью, направляя и поправляя их с мягкой твердостью. Как и многие другие животные, ориентированные на групповую жизнь, гориллы следуют определенным нормам поведения в своих стаях, и Саймон был очарован этой динамикой. На него всегда производили впечатление отношения, которые складывались между гориллами, особенно между Нигой и детенышами. И вот однажды, когда Саймон зашел в вольер, чтобы, как обычно, побыть с молодыми гориллами, он обнаружил, что Нига пропала. Ее исчезновение обеспокоило его, намекая на то, что что-то может быть не так. Необычная перемена в ее поведении пробудила любопытство Саймона и побудила его копнуть глубже. Беспокоясь о Ниге, движимой сильным чувством беспокойства, Саймон взял на себя смелость понаблюдать за Анджелой, которая вела себя необычно замкнуто. Когда он приближался к ее логову с группой молодых горилл, он не подозревал, что это приведет к досадной ошибке. Восторженные подростки, взволнованные при виде Анджелы, с радостными криками бросились к ней. Они не знали, что Анджела была не в состоянии отразить их энтузиазм. В ходе бурного общения Нигер отреагировал так, что молодые гориллы в замешательстве отступили. Когда Анджела отдалилась от Саймона, стало очевидно, что что-то не так. Руководствуясь своими защитными инстинктами, Анджела стратегически дистанцировалась, предоставив себе и молодежи необходимое пространство. Поначалу Саймон расценил ее действия как тяжелый день, но по мере того, как ее необычное поведение продолжалось, его беспокойство росло. Решив исправить ситуацию, Саймон начал переговоры с другими смотрителями зоопарка. Из этих разговоров выяснилось, что другие сотрудники наблюдали похожие изменения в поведении гориллы. Обеспокоенный благополучием гориллы и стремящийся разгадать тайну, воспитатель обратился к ветеринару-резиденту зоопарка, чтобы узнать о состоянии здоровья Анджелы. Однако ветеринар сообщил шокирующую новость. Анджела была беременна. Персонал был ошеломлен этим открытием, так как они не предполагали, что Анджеле удалось забеременеть от другого самца гориллы. Поначалу ошеломленный, персонал зоопарка быстро обрадовался появлению на свет детеныша гориллы. Они тщательно подготовились, обеспечив Анджеле необходимые условия для здорового протекания беременности, включая достаточное пространство и признание ее желания побыть наедине с собой из-за гормональных колебаний. Зоопарк гудел от предвкушения, когда они делились новостями о предстоящем прибытии среди населения, вызывая всеобщее возбуждение. Волна активности прокатилась по их платформам в социальных сетях. Взволнованные очевидцы со всей Европы
задавали вопросы о предполагаемом времени родов. Мигель, супруг Анджелы, казалось, эффективно справлялся с обстоятельствами, несмотря на то, что признаки беременности у Анджелы появились раньше, чем ожидалось. Опытные работники зоопарка установили этот стандарт, сославшись на опыт предыдущих родов. Ветеринар указал дату ожидаемых родов в середине лета, что подтолкнуло к подготовке к этому чрезвычайно важному событию с наступлением весны. С приближением этого дня Саймон и остальные сотрудники зоопарка заметили заметные изменения в поведении Анджелы, одной из горилл их заповедника. Наблюдаемое поведение указывало на сильные инстинкты гнездования, поскольку она начала отдаляться от других горилл. Анджела потратила немало времени на обустройство своего гнездышка, что сигнализировало о скором начале родов. Однажды прохладной весенней ночью зоопарк облетела новость о том, что у Анджелы начались схватки. Сотрудники, взволнованные этим уникальным событием, быстро вернулись к своим обязанностям, готовые помогать и быть свидетелями. Они и не подозревали, что впереди их ждет еще более необычное зрелище. Когда мероприятие началось, Саймон поинтересовался новостями у местного ветеринара. Ветеринар успокоил его относительно здоровья Анджелы и хода ее родов, облегчив тем самым беспокойство команды. Вскоре после этого Анджела родила своего очаровательного малыша. Детеныш гориллы был прижат к груди Анджелы в инстинктивном материнском порыве, что поразительно тронуло и привело в восторг сотрудников зоопарка. Однако вскоре произошло непредвиденное событие. Анджела отодвинула ребенка от себя и даже слегка подтолкнула его. Девочка казалась беспокойной, совершала неловкие движения, явно не обращая внимания на своего новорожденного. Воспитатели сразу же выразили обеспокоенность по поводу такого неожиданного поведения, поскольку оно было не характерно для молодой матери. Внимательный ветеринарный врач приблизился к Анджеле, готовый вмешаться в случае необходимости. Он уже был готов вмешаться, когда неожиданно остановился как вкопанный. К его изумлению, Анджела принимала роды у второго ребенка. Открытие двойни застало его врасплох, наполнив восторгом и удивлением. Ветеринар срочно сообщил эту новость своим коллегам, которые разразились ликованием, увидев, как Анджела родила пару здоровых горилл. Гориллы-близнецы — невероятная редкость, что делает это событие исключительно уникальным. Несмотря на невероятное чудо рождения, Анджела оставалась спокойной, баюкая своих малышей и, естественно, заботясь о них. Популярность зоопарка значительно возросла, поскольку посетители были очарованы этим замечательным событием. Саймон, постоянно общавшийся с Анджелой, размышлял над своим выбором с непоколебимым удовлетворением. Их общая связь, усиленная значительным опытом рождения близнеца-партизана, заняла глубокое место в его сердце. Прошло несколько лет с тех пор, как Инка и Наса, близнецы-партизаны, появились на свет. Они прекрасно себя чувствуют в естественной среде обитания, размышляя об успехах своего окружения. Мы с нетерпением ждем возможности прочитать ваше мнение об этой вдохновляющей истории. Пожалуйста, поделитесь своими мыслями в комментариях. На сегодня это все. Пожалуйста, подпишитесь и поставьте этому видео большой палец вверх. До встречи в нашем следующем приключении.